Итак, всем привет. Значит, у меня опять-таки траблы. То, что с утра садишься в машину, заводишь, греешь, да, и потом, когда уже начинаешь ехать, включаешь печку, и она начинает издавать сейчас такие звуки. То есть вот включаем. Ну, во-первых, это вот этот такой небольшой звук. И вот если слышите, да, такой писк. То есть она начинает издавать такой писк. Ну, сейчас не очень слышно, но если едешь достаточно там долго, то он начинает пищать, неприятные звуки издавать и все в этом роде. И сейчас мы будем снимать моторчик печки и устранять эту проблему. Итак, для начала идем в подкапотное пространство и смотрим, что там надо будет делать. Ну и так, вот мы сняли сейчас, подняли капот. И что здесь надо сделать? Для начала снимаем этот кожух. Он держится нам там на 3-4 винтиках. Снимаем этот кожух. Ну и так, после того, когда вот сняли мы этот кожух, сняли, что нужно дальше? У нас здесь есть два болтецких. Вот видите, раз. И вот он, болтецкий 2. Раз, два. И откручиваем эти два болта. Итак, дальше, значит, мы изгинаемся в позу лотоса тут. Скручиваем водительскую боковую пластмасску. И ищем дальше два провода, идущих с моторчика. Это значит, как можем видеть, вот этот синий провод. Сейчас я вам покажу. Вот он. Вот этот синий провод. Вот он, белая фишка, синий провод. И там вот за ним идет еще один черный провод. Вы его увидите. Черный провод идет из одного места с синим проводом. Он прикручивается там на гайку, я так понял. Гайку мы откручиваем и отсоединяем синий провод. А потом я покажу, что нужно делать с моторчиком, чтобы его аккуратно вытащить с моторного отсека, потому что так просто он не вылезет. Сейчас я откручу. Итак, как все-таки снимается отсюда моторчик, значит, он у вас стоит там в таком положении, то есть тут снизу у нее еще имеется вот в этом, где выемка, прокладка типа небольшая. Вот здесь клепочки такие, 4 клепки, которых 2 я сломал, по-моему 2 осталось. Значит, 4 клепки имеется здесь и резинка просто вытаскивается, она вставляется вот в эти пазы, резинка просто вытаскивается. Так, вот видите, да, у меня очередная сломанная, но это ладно, насрать. И потом, получается, провода высовываете, там еще резинка уплотнительная. Потом вы просто достаете эту часть отдельно. И потом через этот аккуратно выводите и достаете сам уже моторчик. Ну что, и сейчас пойду домой и разберу и покажу, что именно в нем нужно делать, чтобы он не шумел. Погнали домой. Ну и так, народ, значит, что я разобрал моторчик, да, поставил на новый. И что в итоге, короче, если у вас моторчик засвистел, заскрипел, затарахтел, короче, все, разбирать его толку вообще нет. Я разобрал, собрал, почистил, смазал, вымыл, и в итоге и он перестал работать. Я съездил вчера до магазина и купил моторчик за 1500 рублей. Ну и фильтр, естественно, вот. Моторчик сам. Ну, у меня в этой обертке, я его уже сразу разобрал, чтобы его легче было засунуть. Он сейчас такой штукой идет, кстати, не знаю, как он залезет, но, наверное, думаю, нормально должен залезть. Вот вторая половинка. Тут снизу поролончик. Ну, короче, вот, народ. Я его сейчас поставлю. Фильтр еще салонный купил. Я его сейчас поставлю и
забуду про этот моторчик, потому что если такие дела, то ремонтировать толку нет. Ладно, чё, спасибо за просмотр. Пиши комментарии, подписывайся на канал, в группу, ставь лайк. И всем пока, до следующих встреч.